Редактирование данных МТЗ – основная задача программы МТ-корректор. В программе реализовано несколько способов редактирования данных. Первый – удаление реализации. Рассмотрим кривую, где на нескольких реализациях присутствует помеха, которая искажает среднее значение всей записи. Для того, чтобы отредактировать данные, в этом случае нужно отключить, удалить искаженные реализации и затем пересчитать среднее. Отключая отдельные промежуточные реализации, мы отключаем данные для всех компонентов сразу на всех частотах, хотя помеха присутствует только в некотором интервале, и данные в остальном диапазоне можно было оставить. В этом основное отличие этого способа от следующих режимов редактирования. После удаления искаженных реализаций пересчитаем среднее значение. Помеха отредактирована. Проведем редакцию этой же записи в другом режиме – редактирование по частотам. Для того, чтобы осуществить редактирование в этом режиме, необходимо перейти во вкладку «Редактирование данных» и выбрать «Редактирование по частотам». Теперь в основном окне на каждом графике слева появилась красная линия, которая указывает текущую частоту, с которой идет работа, справа развертка по этой частоте. Внутри развертки отображаются все промежуточные реализации на этой частоте. Перейти на другую частоту можно, нажав стрелку вверху развертки или с помощью стрелок на клавиатуре. Для того, чтобы отредактировать данные и удалить искаженные значения промежуточных реализаций, необходимо выделить их с помощью инструмента выделения кругом, затем удалить, нажав кнопку «Удалить точки» клавиши Del на клавиатуре. Размер круга можно регулировать, удерживая Ctrl и крутя колесо мыши. Иногда удобнее воспользоваться функцией выделения прямоугольником для того, чтобы удалить отскочившие значения. Если нужно вернуть часть удаленных значений, то необходимо зажать клавишу Ctrl и выделить нужный участок. Удаленные значения восстановятся. Для ускорения работы можно нажать кнопку автоудаления. Теперь выделенные значения будут сразу удаляться. В режиме редактирования по частотам удаление выбранных промежуточных реализаций происходит не только на отображаемых компонентах, но и для всего набора данных на текущей частоте. В этом его основное отличие от свободного редактирования, которое рассмотрим далее. В процессе редактирования средняя кривая автоматически пересчитывается. Необходимо добиться ее гладкости, проводя редакцию по всем искаженным частотам. Если было удалено очень много значений, всегда можно вернуться к исходным данным с помощью функции «Вернуть все» и затем отменить выделение. Вернемся в окно «Работа с данными». В режиме свободного редактирования необходимо выделить отскочившие значения в основном окне и затем удалить их. При удалении значений на графике кажущегося сопротивления часть значений на соответствующем графике фазы раскрасилась в желтый цвет. Поскольку модули фазы – это две части одного комплексного числа, удалив одну, следует удалить и вторую. Для этого можно выбрать функцию «Заменить выделение», либо удалить значение вручную с помощью выделения кругом или выделения прямоугольником. Для ускорения работы опять включим автоудаление. Редактирование данных нужно проводить аккуратно, стараясь не удалить слишком много.
В противном случае можно потерять часть полезной информации. После того, как будут удалены все отскочившие значения, можно пересчитать среднее для получения гладкой результирующей кривой.